Находясь с визитом в Индии, Арарат Мирзоян дал интервью журналисту индийского новостного канала. Оборонное сотрудничество между Арменией и Индией является одним из ключевых направлений взаимодействия между странами. Это партнерство будет только углубляться. Однако оно не направлено против какой-либо третьей стороны. В настоящее время Армения проводит реформу оборонного сектора, модернизацию армии, и в этом контексте опыт Индии в определенных областях, а также оборудование, произведенное в Индии, представляют значительный интерес. Однако это сотрудничество касается исключительно реформирования армянской системы обороны, без намерений использовать эти системы против кого-либо. Закупка вооружения Арменией, включая продукцию из Индии, направлена на модернизацию собственных оборонных возможностей. Оборонные системы приобретаются не только у Индии, а цель этих закупок – создание более сильной армии с улучшенными оборонными возможностями. Армения не имеет агрессивных намерений в отношении какой-либо третьей страны. Армения стремится развивать и продвигать свои логистические маршруты, чтобы интегрироваться в глобальные транзитные коридоры. Изучение новых возможностей в этой сфере является приоритетным направлением. В частности, инициатива «Перекресток мира» направлена на развитие транспортной инфраструктуры в Южном Кавказе и за его пределами. В случае успешной реализации проект окажет положительное влияние не только на 3 страны региона, но и на более широкий международный контекст. Армения активно исследует новые транзитные маршруты, включая порты, железные дороги, электрические и интернет-кабели. Для осуществления этих планов ведутся переговоры с соседями, включая Азербайджан. Это предложение взаимовыгодно для всех сторон. Параллельно продолжаются переговоры по вопросу открытия границы и перезапуска железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией. В рамках инициативы «Перекресток мира» рассматриваются не только маршруты север-юг, но и запад-восток. Реализация проекта принесет выгоду многим международным игрокам. Сотрудничество Армении и Индии на международном уровне остается тесным. Стороны регулярно поддерживают инициативы друг друга на различных международных площадках. Вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном находится в завершающей стадии, и подписание мирного договора станет важным шагом на пути к обеспечению стабильности в регионе. Любая позитивная роль внешних партнеров, способствующих конструктивным шагам между странами, приветствуется. Важно отметить, что все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются результатом двусторонних прямых переговоров, и есть надежда, что вскоре удастся окончательно согласовать и подписать этот важный документ. Армения и Азербайджан находятся на завершающем этапе работы над проектом мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что подписание мирного договора станет важным шагом к укреплению стабильности на Южном Кавказе. Этот процесс дополняет другие переговоры и соглашения, достигнутые между 2 странами. В частности, несколько месяцев назад было подписано и ратифицировано положение о деятельности комиссий, работающих над делимитацией границы. Также было предложено создать совместный механизм взаимного контроля над вооружениями, который может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. Мирзоян выразил надежду, что в скором времени удастся достичь окончательной договоренности и подписать соглашение. В случае реализации проект «Перекресток мира» принесет пользу многим международным игрокам. Как и любая другая страна в мире, Армения сейчас делает все возможное, чтобы иметь или продвигать свои логистические маршруты, чтобы стать частью глобальных транзитных маршрутов. И здесь исследование новых возможностей очень важно для Армении. Более того, мы выступили с собственной инициативой «Перекресток мира», которая в основном предполагает разблокирование всей транспортной и транзитной инфраструктуры прежде всего на Южном Кавказе. Но также инициатива выходит за рамки Южного Кавказа. Следовательно, мы заинтересованы в исследовании новых транзитных маршрутов, отметил Мирзоян. Глава МИД добавил, что для реализации этого проекта Армения в первую очередь сосредоточена на переговорах с соседями, в том числе с Азербайджаном. Мы сделали взаимовыгодное для обеих стран предложение, но также мы продолжаем наши переговоры об открытии наших границ
и повторном использовании, перезапуске нашей железнодорожной инфраструктуры, соединяющей Армению с Турцией. Опять же, если этот проект будет реализован, он принесет пользу многим международным игрокам, сказал Мирзоян. Азербайджанские медиаресурсы продолжают продвигать нарратив о якобы готовящейся со стороны Армении войне. Несмотря на то, что именно Баку в последние годы демонстрирует агрессивную политику, сопровождающуюся наращиванием вооружений, угрозами и территориальными претензиями. В азербайджанской информационной среде запланированные в Армении военные сборы преподносятся как подготовка к войне, хотя подобные мероприятия являются стандартной практикой для обеспечения обороноспособности любой страны. При этом именно Азербайджан, обладая военным бюджетом, многократно превышающим армянский, продолжает закупать современные вооружения, проводить совместные учения с Турцией и использовать в международной риторике тактику давления и угроз в отношении Армении. Кроме того, Баку открыто заявляет о своих территориальных претензиях, продвигая тему так называемого Зангезурского коридора и оспаривая территориальную целостность Армении. Эти заявления сопровождаются регулярными нарушениями режима прекращения огня и провокациями на границе, что наглядно демонстрирует, кто в действительности заинтересован в новой эскалации. Обвиняя Армению в подготовке к войне, азербайджанские источники фактически лишь создают удобный предлог для возможных агрессивных действий, используя уже отработанную тактику. Сначала обвинения, затем провокации, а после – попытки диктовать собственные условия силовым путем. В США предлагают ввести запрет на экспорт запчастей для самолетов Ильхама Алиева. Двухпартийная группа законодателей в Конгрессе США разработала законопроект, требующий освобождения экономиста Губада Ибадоглу, который в настоящее время находится под домашним арестом. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал азербайджанский журналист Алекс Рауфоглу, проживающий в Вашингтоне. Законопроект под названием «Закон об ограничении экспорта авиационных двигателей для Азербайджана» требует запрета на экспорт запасных частей для самолетов президента Ильхама Алиева до тех пор, пока не будет освобожден Губад Ибадоглу. Законопроект обязывает госсекретаря США Марко Рубио не позднее, чем через 30 дней после его принятия, представить в соответствующие комитеты Конгресса доклад о статусе задержания Губада Ибадоглу, дипломатических усилиях США по его освобождению и попытках Азербайджана обойти санкции. Если закон вступит в силу, Соединенные Штаты введут санкции в отношении любой иностранной компании, финансового учреждения или правительства, которые будут уличены в содействии экспорту деталей двигателей GE90-110B1L или GE90-115B в Азербайджан, включая блокирование финансовых транзакций с участием нарушителя и отзыв экспортных привилегий США для нарушителя. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали новые выпуски.